Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад события ближайшего будущего. Таро на неделю с 15 по 21 июля. Давайте узнаем, что нам подскажут карты, какую энергетику видят или какие энергии на этой неделе для вашего знака зодиака они подготовили. Конечно, будем реалистами, любой прогноз о личной истории каждого из вас не расскажет, но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время и, глядя на метафору карт, вы просчитаете, допустите, может быть, как могут каким-то альтернативным путем развиваться события и просчитаете свои шаги. В нашем традиционном еженедельном прогнозе мы зададим привычные вопросы. Первая карта, первый вопрос: что важно знать? Чего не избежать? Или неожиданности? Чему сейчас не время, по мнению карт? Что может помешать? А что вам будет помогать? Что скрыто? И по основным сферам жизни: дело, работа, бизнес, энергии смотрим. Энергия денег, финансы. И, как видят карты, личную жизнь. Итак, что же у вас важно знать? Вообще карта, либо она говорит о личной жизни, может быть, это и человек, который рожден под знаком зодиака, стихии воды, рыба, рак, скорпион. Или есть какой-то период ожидания. Может быть, вы вынуждены что-то ждать. Это не есть карта как какого-то, сложного ожидания, а это когда более такие мягкие, спокойные энергии. Или, мои дорогие, эта карта может еще говорить об отдыхе, о том, что спокойное течение жизни. Ну вот как-то так. Давайте мы узнаем, что же неожиданности. Ну, правда, десятка кубков. Шикарно. Дела семейные, дела личной жизни. Или когда мы обустраиваем что-то дома, делаем более комфортным своим жилье. Есть по этой карте, по двум картам, как дела семьи или родственников. Может быть, далекие какие-то родственники у каждого по-своему. Или для кого-то действительно отдых. Вообще, обе карты о приятных энергиях на предстоящую неделю. Мне нечего добавить. Или тех вопросов, которые вы можете решить. Чему сейчас не время? Все карты, я допускаю, конечно, что не все же водолеи пошли в отпуск. Но, правда, какие-то вопросы больше о любви, о взаимодействии с людьми, которым мы можем доверять, или которые нас любят, готовы нам помогать. Вот такие энергии. А не время работы, буквально так. Или не время тратить деньги. Будем реалистами, это одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу. Но именно в этой колоде, обратите внимание, руки тянутся. Человек как раз занимается пентаклями, деньгами. А руки тянутся. И карта это подразумевает, что нам могут, например, оказать помощь. Нам могут даже дать деньги в долг. Но мы в долг не даем. Эта карта не подразумевает, что мы распыляем финансовые средства. Вот накапливать, кумулировать, решать финансовые вопросы – это можно. Где-то сохранять, может быть таким рачительным хозяином, но сказать, что вы, даже если вам кто-то обрисовал свою сложную ситуацию, дай мне в долг, и тем более в позиции, чему сейчас не время. Дважды карта говорит, либо ты долго будешь ждать, либо вообще не дождешься возврата этих денег. Поэтому будьте предельно внимательны к тому, что касается ваших финансов. Что вам будет помогать? Здоровое равнодушие в каком-то вопросе, который вас прежде ранил. Тройка мечей. Израненное сердце. Изранить еще сильнее уже невозможно. Это какая-то прошлая ситуация, которая нас оставляет, как, знаете, момент боли. Первый, когда мы, может быть, узнали о чем-то, и мы с этим были не согласны. Нас это ранило. Но исправить мы это не могли. Время какое-то прошло. И карта нам говорит: время залечить свои сердечные раны. Не вспоминать былое думы. Может быть, не вспоминать какую-то прежнюю историю. У каждого могут быть совершенно разные какие-то ситуации в жизни.
И, к примеру, если по части личной жизни вас обидел партнер, или были реально какие-то предпосылки, когда вы могли остаться недовольны, но в последующем вы пришли к какому-то единому мнению, решению по части продолжения ваших отношений, и тогда карта говорит, не время вспоминать человеку его ошибки тоже, травить какие-то прежние раны, тогда вам это помогает. Не пытаться заново как бы проанализировать какую-то прежнюю ситуацию, это тоже. Вам помогает именно когда вы переводите в здоровое равнодушие какие-то прежние свои переживания, обиды и оставляете как опыт, чтобы его попросту не повторить. Вот и все. Что скрыто? Ну вот, кстати, довершение к тому, что я сейчас только что сказала. Иначе, если, предположим, мы ведь все разные, и у кого-то может начаться разговор, и слово за слово, нашла коса на камень, и тут уже и то, что было, и то, что есть, и то, что будет, может скрутиться в один какой-то непонятный клубок или, скорее, гордиев узел. И если мы начнем, вот опять же, вспоминать что-то, или где-то прежнюю историю пытаться реанимировать, мы можем остаться в гордом одиночестве. Все зависит, конечно, у каждого по-своему, какой-то прежней ситуации конкретной, которую вы уже пережили. Она уже закончилась, она не имеет значения. Но, может быть, для кого-то из вас это будет окончание, вполне вероятно. По отшельнику это человек, который идет своим путем. Вообще это философский, по-философски больше, под таким подтекстом, жизненный наш путь. Ваш путь, у каждого свои задумки что-то осуществить или чего-то достичь. Но это касается нас самих и то, что наши какие-то амбициозные планы. Есть такое понятие, что все же это у нас дервиш, наш отшельник, это философ. И здесь не во главу угла какая-то материальная прибыль становится, а именно какие-то достижения. У вас могут быть какие-то идеи, которые вы в себе вынашиваете, и думаете, как мне к этому подступиться, чтобы осуществить какой-то проект. Я не могу сказать, что кто-то скрывает. Тут от вас никто ничего не скрывает. Но вы, мои дорогие водолеи, вы как раз скрывать можете. Как свое разочарование. Разочарование, например, что как бы ситуацию, может быть, я и простил партнера, к примеру, да, а забыть я это не могу. А никто и не предлагает это забыть, а просто самого себя, вот как старую рану, не травить заново, чтобы она перестала кровоточить, чтобы она перестала себе напоминать, если вы согласились. Или, может быть, вы где-то стоите на выборе, согласиться, смогу ли я дальше продолжать отношения, если была какая-то ситуация, которая была связана с изменой, предположим, да, измены бывают разные, и это ни о чем не говорит. Для кого-то это может не физическая измена быть, а измена, когда человек оставил сложную минуту. И едва ли это не сильнее, нежели физическая измена. То есть мы все разные, и ситуации-то жизненные, они тоже разные. Так вот, насколько я могу примерить это на себя? И смогу ли я продолжать путь? Насколько меня хватит? Как далеко я готов сойти? Или как много я готов простить? Вот какие-то такие философские вопросы. Это то, что вы никому не расскажете. Или какая-то задумка, может быть, по части вашего переезда, которую вы планируете, но нет пока конкретики, и вы это не обнародуете. Вообще, я должна сказать, что какой-то ваш план удастся. Когда выпадает карта отшельника, нам никто не мешает. Вот и вам никто не мешает на этой неделе. Нас карты приглашают больше порадоваться, отдохнуть, пребывать в более добрых энергиях по части самого себя в первую очередь. Дела, работа, бизнес. Аркан справедливость. У кого-то могут быть и слушания в суде. И здесь, конечно, причина следствия всегда срабатывает. Если мы раньше сделали что-то хорошо, то и теперь пространство нам откликается помощью. Не обязательно, что это будет
руками того человека, которому мы помогали, пусть это будут руками других людей, или просто удачное стечение обстоятельств, или удобный случай, назовите как угодно. Но есть и другой момент, когда если мы прежде нарушали закон, тоже нас может жизнь поставить перед каким-то фактом, и нам придется в одиночку решать что-то, и мы никому не скажем, с учетом аркана-отшельника опять же. Здесь я бы в целом сказала так, если энергии на эту неделю, чего бы ни касалось, что вы себе намереваетесь сделать или совершить на этой неделе, все должно согласовываться с законом. И, мои дорогие водолеи, на время Плутона в вашем знаке на 20 лет, к примеру, легкие деньги опасны, азартные игры вряд ли вам принесут прибыль. Это тоже к сфере опасных развлечений и очень зыбких заработков. Или когда вы, соглашаетесь на какие-то мутные сделки, нам тоже аркан говорит, пройдет время, ты успеешь забыть, а тебе какая-то обратка может прилететь. Вот будьте внимательны, это касается не только вас, это касается всех знаков зодиака. Именно Плутон в Водолее. Но вас, наверное, особенно, поэтому я должна это озвучить. Все должно, повторюсь, согласовываться с законом, с правилами, какими-то регулировками. Может быть, то, что как принципы, принятые в обществе. Мы это должны учитывать. Давайте посмотрим, что на деньги. Вот какая-то денежная ситуация, вы можете быть не согласны. Может быть, поэтому шестерка Пентаклей говорит, у тебя сейчас деньги есть, но ты их не должен растратить. И если вы кому-то, может быть, откажете, тогда это надо сделать элегантно. Прозвучавшее «нет», оно может быть как бы по-разному. Иногда это как мокрое полотенце по лицу, а иногда это красиво, элегантно сказать «нет, у меня свои планы, у меня свои траты, я просчитываю, у меня непредвиденные обстоятельства, да боже мой, миллион причин». Пятерка мечей – это первая победа, когда у вас сильная позиция. Но мы можем пойти в разнос, мы можем начать кому-то что-то доказывать. А ты не прав, а я прав, или права, или наоборот. А карта нас призывает к тому, что, во-первых, и у нас где-то причина-следствие, аркан справедливости рядом. Если мы с кем-то не договорились, может нам пространство, Вселенная, на доработку, на какой-то пересмотр, вернуть какие-либо отношения или ситуацию, когда нам придется даже сталкиваться с теми людьми, кого мы видеть не хотим, или кто нас не вдохновляет, но по какой-то причине. Такова жизненная история, что действительно нас в жизни так и сталкивает с теми людьми, кого мы меньше всего хотим видеть. И нам придется какой-то вопрос, может быть, решать в последующем. Поэтому есть смысл вот эту первую победу не инициировать, а выйти как-то красиво из каких-то сложных вопросов. Или красиво кому-то сказать «нет». Потому что в последующем как-то могут нас еще свести пути дороги, в разных житейских ситуациях. Но денег мы не даем, это точно. Хотя вам деньгами могут помочь. И тогда нужно быть благодарными. Словом, будьте внимательны к деньгам. Давайте мы посмотрим, что же на личную жизнь. Вот правда, закопать топор войны. Или всегда тройка пентаклей. Это как один жизненный этап заканчивается, и мы сдаем своеобразный жизненный экзамен и переходим на новый уровень. У кого-то это будет касаться отношений, когда вы примирились. И может быть, вот что помогает, тройка, опять же тройка мечей, когда мы не инициируем какую-то обиду или не вспоминаем кому-то прегрешение. Если мы, к примеру, по отношениям согласны что-то продолжать, значит, это нужно делать как-то открыто и спокойно. У кого-то из вас эта карта может говорить конкретно о том, что вы намереваетесь сменить сферу деятельности и ищете варианты заработка на дому. У кого-то эта карта экзамен, как сдача экзамена, и вы сидите, готовитесь дома к экзамену. Буквально так. Но что бы мы здесь не изучали, хоть самих себя где-то, с учетом аркана отшельника, или свои возможные перспективы по работе, по дополнительному заработку, все же пентаклей, или по, как
осуществить какое-то наше желание. В последующем вот эти мысли или какой-то рациональный просчет нам будет помогать для того, чтобы заработать деньги. Вообще какой-то спокойный период жизни нам помогает что-то переосмыслить или увидеть в каких-то новой плоскости с новыми возможностями. Или когда даже отношения у вас на этой неделе могут заиграть новыми красками. Прекрасная неделя сама по себе в добрых энергиях. Ну и вы не торопитесь, будьте философами, к этому призывает карта. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.